только что оставил свою машину и дальше на работу будет добираться пешком. Алексис из-за сильного шума пропустила свой обеденный сон. А Олимпия не успевает забрать ребенка из детского сада, ведь ее автобус сегодня не приехал. И все потому, что в городе забастовка. Но для местных это настолько привычное дело, что уже успело стать частью их повседневной жизни. Добро пожаловать в Афины! Это жизнь других. Быть греком – это значит с 2 часов дня до 5 вечера не работать самый санцепёк, обожать холодный кофе и чуть ли не каждый день устраивать забастовки. Давайте же узнаем, как рождаются, работают, влюбляются и встречают свою старость под палящим южным солнцем Афин. Я могла бы родиться в семье Афины и Бабби. Ходила бы на местные рынки за свежими продуктами, готовила бы национальные блюда на ужин для всей семьи и по вечерам наблюдала бы за жизнью города с любимого балкона. Или родиться в семье владельца кафе Костаса Верикакаса. Выпивала бы по 3 чашки кофе за день, вела бы семейный бизнес и платила сумасшедшие налоги. Ну, или в семье Георгиеса и Константины. Выращивала бы оливки на семейных плантациях, управляла бы производством оливкового масла и любовалась шикарным видом из окна своего фамильного дома. Но в какой бы семье я ни родилась, то официально была бы без имени до тех пор, пока меня бы не покрестили. Да-да, до этого события все дети в Греции остаются безымянными. Крещение – одно из самых важных событий в жизни каждого грека. Для нас религия вообще играет очень большую роль. Мы можем не праздновать день рождения, но именины всегда. Удивительно то, что ребенок может оставаться без имени до года, а то и до 2. Тогда его называют просто «бэбис», то есть «младенец». Иногда родители долго не крестят ребенка, потому что копят деньги. Да, в Греции это затратное мероприятие. После самого обряда принято устраивать застолье человек на 200. И это может вылиться в 5000 евро, поэтому выгоднее объединить крещение сразу нескольких детей. Еще одна причина, по которой могут быть отсрочены крестины – выбор имени. В Греции детям принято давать имена их дедушек или бабушек. Поэтому между мужем и женой может разгореться серьезный скандал, пока они определятся. Ведь он хочет Андреас, а она Димитрис. И что тут поделать? У моих знакомых дошло до того, что они развелись, прежде чем выбрали имя для своего малыша. Итак, крещение – праздник дорогостоящий. А что касается появления ребенка на свет, то в государственной больнице при наличии медицинской страховки роды бесплатные, а в частной клинике она покроет половину стоимости. Но если страховки нет, то роды обойдутся от 1 до 6 тысяч евро. Воспитание детей греки никому так не доверяют, как себе и своим родителям. Когда мамочки могут заниматься воспитанием детей самостоятельно, то они не упускают такой возможности. В детский сад устраивают своих детей только работающие родители. Но у государственных детских садов есть свои особенности. Греческий детский сад отличает от нашего, знаете что? Что тут нет тихого часа. Я помню, что в садике я так не любила спать днем. Вот куда мне нужно было ходить в своем детстве. Но уже поздно. Детки в саду действительно не спят. Разве что, если ребенок сам не попросит нас об этом. Интересно было бы увидеть такого ребенка. Государственные детские сады работают с 7 до 16. Дети здесь, как и у нас, играют в развивающие игры, занимаются. Но одно занятие меня удивило.
В Греции есть проблема с курением, поэтому мы проводим занятия в форме игры, в которой рассказываем детям о вреде курения и других вредных привычках, которые стоит избегать. Государственные детские сады в Греции бесплатные, но некоторые услуги необходимо оплатить. Питание и канцелярские принадлежности не предусмотрены государством, поэтому родители наших деток доплачивают от 80 до 150 евро в месяц. Хотелось бы увидеть, чем кормят детей на эту сумму. Мы тут приготовили картошечку и курочку на обед детям. В принципе, знакомая, понятная еда. Кусочек хлебушка и салат из свежей капусты с морковкой. А пить им приготовили водичка. Просто вода и... То есть ни компот, ни чай, ни кисель. Как я вспомню, у нас была еда домашняя, такая приятная. Аж детство вспомнила. Нас тоже в детском саду кормили картошечкой с курочкой. Что ж, быть греком – это уже с детства привыкать к хорошей домашней еде. Если бы я родилась в Греции, то в 6 лет, как и все местные дети, я пошла бы в школу. Утро у наших детей в школе начинается одинаково, с повторения домашнего задания, обсуждения с подружкой какого-то нового сериала. Но дела в греческой школе утром обстоят немного иначе. Идем посмотрим. Каждое утро греческие школьники выстраиваются в школьном дворе и читают молитву. Очень важно читать утреннюю молитву, так как она помогает настроиться на учебный день. Еще на крестинах я поняла, что церковь в Греции имеет большое влияние. Но чтобы вот так в школе ученики молились, удивительно. Молитва – это добровольное занятие, мы никого не заставляем, но многие ученики сами приходят. Еще у нас есть уроки по религии. Мы не концентрируемся только на православии, а рассказываем нашим ученикам и про другие веры. Школы в Греции бесплатные, так что на протяжении 12 лет родители практически ни за что не платят. Единственное, что мы покупаем детям, это рюкзаки, ну и даем с собой еду, потому что все остальное, даже тетради, выдают в школе. При таком раскладе остается только хорошо учиться и получать знания. Но перед поступлением в университет школьникам придется изрядно попотеть. Если у нас после школы выпускник сам выбирает, куда ему идти учиться, то в Греции за него решает Министерство образования. Высшее образование в Греции бесплатное, поэтому и конкурс тут особенный. Чтобы поступить в вуз, все школьники заполняют специальный бланк, где в порядке приоритета пишут факультеты, на которые они хотят поступить. После чего Министерство образования само решает, на какой факультет из 20 выбранных ты проходишь. Чтобы поступить в университет, необходимо иметь хороший средний балл аттестата, а также отлично сдать экзамены. Я для того, чтобы получить заветное место в универе, начала готовиться за несколько лет. Знаний, которые дают в школе, часто недостаточно, и мне приходилось ходить к репетиторам. Мариэта – студентка одного из самых престижных вузов Афин. Как вы думаете, какого? Международных отношений или какого-нибудь юридического? Нет. Мечта многих греческих студентов, друзья. Сельскохозяйственный университет. В нашем университете есть и теоретические лекции, и опыты в лабораториях. Но особое внимание мы уделяем практическим занятиям. Сельское хозяйство наравне с туризмом – одна из самых прибыльных отраслей в Греции. Так что выпускники сельхоза точно не останутся без работы. Как оказалось, студенты сельскохозяйственного университета сидят не только в аудиториях, но и на огородах. Честно говоря, я всегда думала, для того, чтобы на огороде что-то выросло, нужно посадить, полить, солнышко погреет тебе и все вырастет. Оказывается, совсем все не так просто, ребят. Как вы думаете, что вот делают эти вот две девушки, студентки, тут на огороде? Они измеряют вот этой палкой, которая стоит 12 тысяч евро, уровень солнечной энергии, которая действует на данное... что это такое, девочки? Это пшеница.
Пшеница, да? И то есть, смотри, я понимаю, что этой палкой вы сейчас смотрите, достаточно ли света для того, чтобы понимать, я сейчас вот вам рассказываю это, надо ли полить, надо ли удобрение уже добавить, ну, понимаете, да? То есть я думала всегда, посадил, полил, выкопал, все готово, а оказывается нет. Ну, это хорошо, и что эта палка делает? Покажи, как она работает. Я так оделась как раз для огорода. Ну, смотри, девчонки тоже молодцы. Давай. Нажимаем на кнопку и смотрим. Я нажала на кнопочку. Ага. И что? И что тебе показала? А, вот это, 0,25. Хорошо, и что надо делать? Поливать, удобрять, что надо сделать? Нам показывают, что только 75% солнечной энергии полезны для растения. Я все поняла. Конечно, система как однозначно и простая, и сложная. Хочу сказать, что я себя почему-то чувствую рыбаком. Я не знаю почему, как-то так у меня ассоциация. У нас вот рыбаки вот так вот сидят, честно говоря, вот с такой палкой. Кроме выращивания пшеницы, мы обучаем наших студентов виноделию, скотоводству, изготовлению сыров и даже проводим занятия на пасеке. Пасека? Это интересно. Вот это я понимаю, пара. И костюмы дают. И перед тем, как отправиться к пчелиным ульям, преподаватель проводит краткий инструктаж и разжигает дымарь, который используют для усмирения пчел. Я на всякий случай замаскировалась, чтобы не дай бог. Но вообще это опасное обучение, потому что чик-чик, и ты королева бензоколонки. Ой, дымится все, капец. Я не знаю, как пчелы, но мне вообще очень сложно так дышать здесь. Не только мне, смотри, девушки тоже. Ой. Теперь я могу выкуривать пчел, мне Очень сказали. хорошо. Очень хорошо. Видишь, как все? То есть я уволена или что? Я не могу понять. Мне 2 поставили. Вы хотите меня к пчелам подвести? О, боже мой, ну идем. Я не знаю, будет ли продолжение нашей программы в том виде, в котором я начинала. Сейчас проверим. Ой, честно говоря, не очень сильно хочу. На, хочешь подержать ты? Ты выкури. Да, прего. Вот, все, давай, ты повыкуривай, а я посмотрю. Греческие студенты не уезжают далеко от родительского дома и, как правило, учатся в своем же городе. Но, как и во всем мире, ищут, где бы им подработать, чтобы стать чуточку независимее. Чаще всего студенты подрабатывают официантами или консультантами в магазинах. Но если хотят заработать больше, то отправляются на сезонные работы. Но не только студенты подрабатывают на таких работах. Греция очень красивая страна. Миллионы туристов сюда приезжают каждый год, чтобы увидеть ее и отдохнуть. Поэтому неудивительно, что треть населения Греции работает в сфере туризма. Ежегодно Грецию посещает около 32 миллионов туристов. А это в 3 раза больше, чем все население страны. И чтобы оказать радужный прием всем гостям, треть страны задействована в туристическом бизнесе. Многие фирмы в сезон нанимают дополнительных работников, чтобы справиться с потоком отдыхающих. В сезон нам приходится увеличивать штат с 500 человек до 1000, чтобы обеспечить качественный сервис. Галина работает в одной из самых крупных греческих туристических компаний – Muzenides Travel, которая более 20 лет показывает туристам лучшее, что есть в Греции. Каждый год к услугам компании обращаются тысячи туристов со всего мира. Мы предлагаем широкий спектр туров от пляжного до лечебно-оздоровительного, а также помогаем заказать авиабилеты, сделать визу и организовать экскурсию на любой вкус. Кроме туристов, Грецию обожают и сами греки. В свой отпуск они вряд ли поедут за границу, а с большей вероятностью проведут его на своих же островах. В Греции более 2000 островов. Зачем нам куда-то ехать, если в нашей стране есть столько мест, где мы еще не бывали? Для многих греков сезонные работы – это основной источник дохода, которого им хватает на весь год. Я работаю шеф-поваром с апреля по октябрь на Санторини. В месяц удается заработать 3,5-5 тысяч евро. Этого заработка хватает потом на весь год. Правда, для этого надо жить достаточно скромно. Но в Греции, где бы и как бы ты ни работал, не уйти от налогов. Сезонных работников это тоже касается.
Уплата налогов и медицинская страховка – это забота работодателя, который тебя нанимает. И так как мой заработок не превышает 19 тысяч евро в год, то налог составляет 21%. Но чем больше зарабатываешь, тем он выше. Туристы приезжают в Грецию не только летом, но и на протяжении всего года. Так что во многих отелях отдают предпочтение постоянному персоналу, не привлекая дополнительные силы. Я работаю в отеле круглый год, потому что у нас всегда есть посетители. И среди моих коллег нет ни единого сезонного работника. Кристина работает в Глифаде в отеле Бомо Пэлас, который с 2016 года 365 дней в году принимает гостей в комфортных номерах с видом на Средиземное море. Отель Бомо можно забронировать у греческого туроператора Музенидис Travel. Менеджер отеля зарабатывает около 800 евро в месяц с учетом налогов. Для Афин это небольшая, но очень распространенная зарплата. Учителя в школе зарабатывают от 800 до 1000 евро. Юристы от 1200 до 2000. Продавец в магазине не более 700 евро. Полицейские до 1000 евро. Но сколько бы греки ни зарабатывали, на еде они ни в коем случае экономить не будут. И так как в последнее время из-за кризиса тут все чаще готовят дома, интересно узнать, где для этого покупают продукты. Для греков имеет огромное значение качество продуктов. Конечно, можно все купить и в супермаркете, но на рынке оно все свежее и намного дешевле. Рынки есть в каждом районе Афин. Покупать еду для греков не столько бытовая повинность, сколько самое настоящее удовольствие. Дана приходит за яйцами, чтобы испечь для внуков их любимый пирог. Заодно обсудить все новости с продавцом, которого знает уже 15 лет. Медей покупает самые свежие овощи для греческого салата, оценивая каждый помидор. А София хвастается, что нашла недорогие, но очень сладкие апельсины. Ну а мне подсказали, где можно попробовать самый лучший сыр. О! Очень важно, что на рынке можно купить сыры, греческие сыры. Ну вы же понимаете, что это такое. Мы все знаем, греческий сыр это... Те, которые в супермаркете найти нельзя. Они тут свежие, они дешевле, выбор огромный. Ну, понимаешь, конечно же, раз в неделю ты можешь приходить на рынок и покупать, зачем тебе в супермаркет ходить, правильно? Вот местные жители так и делают. Можно мне попробовать этот кусочек сыра вот этого? Отличный выбор. Это знаменитый сыр Гравьера, который созревает в пещерах на Крите. Древний греческий рецепт, так сказать. Обожаю такое. Давайте. Ну, вообще я сырная душа, поэтому, конечно, это вкуснейший, свежайший, просто тает. Сколько стоит такой сыр? Подожди, вот, вижу. 11 евро килограмм. Но главный продукт на рынке – это, конечно же, оливки. У нас-то в супермаркетах часто только зеленые и черные, а тут их столько, что можно растеряться. Какой греческий стол без оливок? Естественно, это же самое главное, в принципе, блюдо на столе. Но тут такой огромный выбор, что я обычно как мы делаем? Приходим в супермаркет. Иногда бывает на развес, 1, 2, 3 вида, а тут посмотри сколько. Какие самые популярные у греков оливки? Коломон. А чем они популярны? Дайте я попробую тогда, если они такие популярные. Греки обожают этот сорт. В Афинах ни одно застолье не проходит без этих оливок. Но вы можете выбрать любые оливки. У нас тут 15 сортов. Ну они такие, знаешь, прямо ядреные. Выбор на любой вкус. И оливки обычные, и вяленые, и фаршированные. Выбирай не хочу. Ну, окей, тогда давайте мне чуть-чуть вот этого, чуть-чуть этого. Буду всех кормить. Оператор мой уже голодный, да? Хочешь греческую оливку, а? Конечно! Все эти оливки, которые греки не успели съесть, становятся оливковым маслом. Это еще один популярный продукт в Греции, а может вообще самый важный. Скузи, это с ваших плантаций масло вы делаете сами? Да, мы сами выращиваем оливки и сами делаем из них масло. То есть вы сами, это домашнее оливковое греческое масло. Сколько оно, подожди, вот оно стоит, 6 евро 1,5 литра. Понимаешь, вот так вот оно выглядит.
Не светлое, не темное. Вот такое вот прекрасно надо будет купить себе домой тоже. То есть, лучше покупать все-таки у вас масло, правильно, чем в супермаркет идти? Ну, конечно же, у нас масло лучше и чище магазинного, ведь мы его как для себя делаем. Как часто вы приходите на рынок и продаете свою продукцию? 3 дня в неделю я тут торгую. За день удается заработать около 120 евро. Из них 15 евро уходит на оплату налогов. Сложно представить себе место, которое бы ассоциировалось с выращиванием оливок больше, чем Греция. Ежегодно эта страна поставляет 350 тонн оливкового масла на экспорт. А среднестатистический грек съедает с салатами 26 литров масла за год. Но чтобы получить 1 литр масла, только представьте, необходимо 5 килограмм оливок. Каково это — содержать оливковую рощу и делать масло, мне любезно согласились рассказать Георгиос и Константина. А сколько времени проходит со времени, вот, когда оливки начинают цвести, расти, и вот вы их уже можете поставить на стол готовые? 8 месяцев проходит с момента цветения дерева до того, как оливки становятся пригодными к употреблению. Так 8 месяцев почти как ребенок, слушай. Вот ребенок рождается за 9, а оливки за 8 месяцев. Ну, сколько людей должно здесь работать, поливать, удобрять, собирать урожай? Вот вы же вдвоем не можете это делать? Мы вдвоем с женой справляемся без чьей-либо помощи. У нас 400 деревьев на этой плантации, еще 600 на другой. Если большой урожай, то привлекаем еще 4 человека. Если урожай средний, то нами вдвоем его под силу собрать. Ну не говорите, что вы вдвоем это делаете, но это невозможно. Я просто в шоке. Даже квартиру, пока уберешь одна, с ума сойдешь. Георгия с женой уже 5-е поколение одной семьи, которая владеет этой плантацией. И оба с самого детства помогали каждый своим родителям. Они не поступали в университеты, а сразу после школы продолжали семейный бизнес. Вам хватает на жизнь? Да, конечно. Масло – это предмет первой необходимости в Греции, поэтому мы успешно реализуем всю нашу продукцию. Ну, это везде, кстати, предмет первой необходимости. Оливковое масло все покупают во всем мире. Интересно посмотреть, как живут местные аграрии. Наверняка скромно, если даже урожай собирают вдвоем без помощи. Я приехала в гости. Ребята, вы не понимаете, тут такая красота. Ну, просто лепота. Ну, посмотри, так выходишь. Вот это вид из окна, вот это я понимаю. Идем посмотрим, что там в доме. Как выяснилось, владельцы местной плантации живут в новом доме в 120 квадратов с большим камином и антикварной мебелью. И я приятно удивлена. Пойду пообщаюсь с хозяевами. Содержать такой дом в Греции – это дорогое удовольствие? Да, дорого. Из-за кризиса за последние 10 лет появилось много налогов, которых раньше не было. Какой налог вы платите? 3 евро за каждый квадратный метр, а дом на 120 метров. Тогда, получается, надо платить налог, плюс коммунальные, я так понимаю, там плюс за землю, за плантацию. То есть какая сумма в месяц это вырастает? За дом мы платим около 600 евро в месяц, что в сравнении с нашим доходом кругленькая сумма. Вы относитесь к среднему классу жителей Греции? Я бы сказал, что чуть ниже среднего. Чуть ниже среднего. Как выяснилось, в Греции нет среднего класса как такового. Тут либо живут богато, либо очень скромно. Хотя, может, у нас разные представления о скромности, потому как дом и хозяйство впечатляют. Какой у вас налог на прибыль от вашего бизнеса, вот оливкового? 23%. И для многих это неподъемная сумма. Поэтому нередко у соседей отключают свет за неуплату коммунальных услуг, а у некоторых банки и вовсе отобрали дома за долги. Но никакие трудности не помешали Георгиосу и Константине воспитать и выучить 3 сыновей. Вы передадите им свой бизнес потом по наследству, и они будут им заниматься? Да, передадим. Да, женаты? Нет. О, так если вам нужны невесты, то поверьте, после нашей программы у вас отбоя не будет. Итак, 3 молодых грека, наследники хорошего бизнеса, холостые. 80% предприятий в Греции – это семейный бизнес. Из поколения в поколение переходят отели, аптеки, магазины, рестораны и кофейни. В одну из таких семейных кофеин я спешу к своему приятелю Костасу.
Интересно узнать, каково это – вести семейный бизнес и хотят ли его дети продолжать это дело. В Греции принято продлевать вот такие семейные традиции, бизнес. Наш бизнес молодой, ему всего 20 лет. Он недавно перешел ко мне, и мне бы хотелось, чтобы мои дети продолжили его. В Греции это принято. Твои дети, рождаясь, уже не могут сделать свой выбор, потому что, может быть, у них талант, я не знаю, быть врачом, понимаешь, а он должен твой бизнес продлевать. Нет, это не обязательно, это их выбор. Но в любом случае у них уже есть готовый прибыльный бизнес. Если что, наймут менеджера, который будет им заниматься. Так часто делают. А получается, что ты, зная, что у тебя есть семейный бизнес, можешь не получать никакого образования, да? Закончил школу еле-еле, неважно как, и работаешь, правильно? Нет, это заблуждение. Я и многие другие наследники бизнесов получают образование. Знания лишними не будут. Ты можешь благодаря этому бизнесу содержать всю свою семью, там, я не знаю, там, родителей, жену, детей, себя, да? Вам хватает? Да, мое заведение очень любят, и у нас постоянно есть посетители, поэтому денег хватает. Но основная часть прибыли остается в бизнесе. Ведь если я буду выводить деньги, то заплачу государству от 45 до 60%. 45-60%, но это, честно говоря, это грабеж средь бела дня. Не побоюсь я повториться со своей фразой. Значит, когда ты работаешь, понимаешь, не покладая рук, еще должен 60% потом отдавать. Самый любимый напиток греков – это кофе. Они пьют его ежедневно и не представляют без него своей жизни. Знаменитый холодный кофе Фредо Капучино и Фредо Эспрессо был придуман греками, чтобы в жаркий летний день они могли по-прежнему пить свой любимый напиток, но при этом еще и утолять жажду. А скажи мне, сколько греки выпивают чашек кофе в день? Примерно 3-4 чашки в день. Я, кстати, тоже пью 3-4, и я обожаю. Мне это, знаешь, как огромное удовольствие. Поэтому я такая страшная кофеманка. Но вообще, вот, знаешь, я слышала, что говорят, что столько кофе вредно. Если так рассуждать, то и дышать вредно, и многие продукты тоже есть вредно. Греки пьют кофе и прекрасно себя чувствуют. Я согласна абсолютно, что... Вообще, я не считаю, что кофе это вредно. Ну, понимаешь, вот больше 3 чашек уже, конечно, есть вопрос. А так вообще нет, это кайф. Кроме любви к кофе, у греков есть еще одна особенность. Ни один уважающий себя грек не возьмет трубку с 2 до 5. Знаете почему? Потому что сиеста, и все отдыхают. А разговорчики по телефону и решение всех рабочих вопросов все потом, после нее. Для греков это очень важная традиция. Мы стараемся не беспокоить друг друга в это время. Мой муж, например, в свой обеденный перерыв приходит домой, чтобы вздремнуть часок. И так во многих семьях. Греки очень ценят отдых. Поэтому в самый солнцепек не работает практически ничего, кроме больших торговых центров. В общем, если я правильно поняла, то быть греком – это страстно любить вкусно поесть и сладко вздремнуть. Если бы я родилась в Греции, то любила бы протестовать и принимала бы активное участие в забастовках, как и многие местные жители. Для нас забастовка – это редкое явление. Что не скажешь про Грецию, потому что тут забастовка – это практически нормально, каждодневное такое явление. Расписание всех забастовок ты можешь найти на сайте и выбирать, куда ты идешь сегодня, на какую забастовку, куда завтра, куда через неделю. Потом они приходят, все берут плакаты и что-то требуют. Пойдем посмотрим, что же происходит. Да. Благодаря специальному сайту греки узнают, где и когда будут проходить забастовки и против чего, собственно, будут бастовать. Поэтому могут либо присоединиться и бороться, например, за снижение цен и улучшение качества жизни, либо же просто будут знать, в какую часть города лучше в этот день не ехать, чтобы не попасть в пробку. Знакомьтесь, это Афродита. Можно сказать, профессиональная забастовщица. Афродита, что это за забастовка? Что вы требуете? Что происходит? Мы собрались бороться за права женщин. Мы хотим, чтобы государство было более внимательно к проблемам женщин. И мы рады, что сегодня нас пришли поддержать и мужчины. Афродита, скажи мне, а ты не работаешь? У тебя вот достаточно времени, чтобы приходить сюда, вот
стоять часами здесь, вот ходить. Это прекрасно, но а работа? Я работаю. И так как забастовка официальная, то я официально могу отсутствовать на рабочем месте. При этом такие дни всегда оплачиваются. Ну, ясно. Вот это да! Ходи себе бастой, хоть каждый день, и зарплата твоя от этого никак не пострадает. Как ты относишься к тому, что вот вы своими забастовками перекрываете все движение, и люди не могут доехать на работу, там в детский сад, не могут детей поехать забрать в школу? Все относятся с пониманием, и я не считаю, что мы кому-то мешаем. Так как митинг был официально заявлен, жители Афин могут заранее запланировать свой маршрут так, чтобы не попасть в пробку. Вот так вот, забастовка, в принципе, как работа. 5 раз в неделю ты выходишь и борешься за права животных, своих, детей, мужей, машин, метро, правильно? Вот. Ну что, идем, я тебе хочу сказать, идем поборемся за права. Но, честно говоря, это так тяжело. А зачем эти ведра тебе? Идем, идем, я помогу тебе, идем, идем. Афины уникальны своей архитектурой. Тут с трудом встретишь здание выше 7 этажей, ведь власти стараются сохранить дух древнего города. Поэтому Афины растут не вверх, а вширь. 85% местных жителей имеют свое собственное жилье, потому что здесь оно на любой карман. Например, двухкомнатная квартира постройки 70-х, 80-х годов обойдется примерно в 40 тысяч евро, в то время как такая же в новострое будет стоить около 100 тысяч. Мои знакомые Афина и Бабби как раз вернулись домой с работы, так что предлагаю заглянуть к ним в гости и посмотреть, как живут городские жители. Вот это стандартная греческая квартира. Так живут очень многие греки. В греческом доме обязательно должен быть балкон. Причем неважно, большой он или маленький, но вот даже вот такой вот маленький выступ, это уже вот выход на улицу, и это очень хорошо. И даже очень важно, чтобы балкон выходил на дорогу. Греки обожают часами сидеть на своем балконе и наблюдать за жизнью соседей. И они всегда в курсе, кто во сколько вернулся с работы и у кого с кем роман. Они пусть наблюдают, ну а я пойду дальше смотреть квартиру. Ага, вот это детская комната. Тут живут 2 ребенка. Общая площадь квартиры 82 или 3 метра. Не помнишь, сколько у вас квартира? Нет? А я знаю. Ой, эти дети. В общем-то, стандартная квартира с просторными комнатами и высокими потолками. Но мы еще не видели кухню, а судя по запахам, туда стоит заглянуть. Афина, привет! Вот где можно встретить хозяйку? Конечно же, на кухне. В любой стране, куда бы ты ни пришел, хозяйка на кухне. Так, а что ты готовишь? Я готовлю пастиццо. А это греческое национальное блюдо? Да, да. Подожди, это макароны, фарш, да? Да, и соус бешамель. А греческие женщины вообще много времени проводят на кухне? Да, гречанки любят готовить. И даже если они работают и приходят вечером, то все равно стараются приготовить что-то на несколько дней вперед. Ты знаешь, у нас тоже готовят на несколько дней. Знаешь, готовят уже кастрюлю борща, котлеты, чтобы хватило на 2 дня, чтобы дети со школы пришли, поели, чтобы муж с работы пришел, поел. Это тут у нас то же самое, я тебе хочу сказать. То есть ты отварила макароны, потом что, у тебя готовый фарш, или ты сама его делаешь, крутишь? Да, приходится испачкать немало кастрюль для этого. Ну, это очень сытное блюдо. Да. Ага. Но ты очень стройная. Спасибо. Ты не ешь его? Нет. Ага, вот и маленькие женские греческие хитрости. Готовишь и сама не ешь. Меня это не касается. Так, ну что, давай, открывай печку свою. Все, ставим. Молодец, Жанка. Пока готовился наш ужин, я решила расспросить Афину про диету, которая висела на ее холодильнике. И все вроде бы стандартно, но... Ну и приправить все можно или майонезом, или кетчупом. Кетчуп с майонезом входит в твою диету? Или кетчуп, или майонез. Вот такая диета, я тебе хочу сказать. На завтрак или кетчуп, или майонез. У нас вода или
вода, понимаешь? И вот это диета, а вот тут, знаешь, или кетчуп, или майонез. Так, мне уже очень нравится греческая диета. Но сегодня диета отменяется, поэтому предлагаю пройти к столу. Ну все, наконец-то все готово, вся семья в сборе. Можем приступать, я так понимаю, да? Мы не начинаем трапезу, не прочитав молитву. И у нас ее читает Димитрис. Браво, Дмитрий. Ну все, теперь можно. То есть молитва это у вас перед едой обязательно, да? Да. Ага. То есть это у вас со школы еще, да? То есть и вы приучаете детей к этому? Дети читают молитву трижды. В школе, перед ужином и перед сном. Хочу сказать, знаешь, что это получается, знаешь, на что похоже? У нас такое блюдо есть макароны по-флотски. Это тоже макароны с фаршем перемешаны. Ой, спасибо большое. Ну, греческий салат вообще популярен во всем мире. Сколько у вас денег уходит в месяц на продукты? В неделю мы тратим около 80-100 евро на продукты, включая еду для детей в школу. То есть, если у вас 100 евро уходит на еду, то за коммунальные сколько у вас уходит денег? Что касается коммунальных, то в месяц у нас уходит около 100 евро. В зимний период из-за отопления приходится платить до 130 евро. Ну что и все про деньги, да про деньги. Пообщаемся о житейском. А у вас была большая свадьба? Но у нас была обычная свадьба. Милые, сколько у нас было человек? У нас было 300 гостей. 300 человек, это вам не большая? Да, обычная свадьба. Вообще? То есть 300 человек. У меня было 100, я еле пережила это. Ну, это было один раз. Но у меня было 3 раза по 100. Свадьба – это особенное событие в жизни каждого грека. Меньше 200 гостей на свадьбе не собирается. Ведь надо позвать всех родственников, друзей, знакомых и даже одноклассников тещи. Греки не привыкли жениться рано. Они встречаются 5-6 лет и потом уже начинают понемногу планировать свадьбу. Вначале дают слово перед родителями, что вступят в брак, потом жених делает предложение невесте, и уже после всего непременно состоится торжество, которое обойдется примерно в 15-20 тысяч евро. Ты с тещей дружишь или нет? Да. Ой, мне нравится, ответили быстро, чтобы больше не было дополнительных вопросов. А вы живете со своими детьми или вы в гости приходите? Нет, я живу отдельно, но помогаю в воспитании своих внуков. Но это очень прекрасно, когда есть бабушка, которая может с внуками. А вы знаете вот маму Баби? Да, у вас хорошие отношения с ней? Конечно, у нас прекрасные отношения. Интересно. Но вообще мне говорили, что в Греции мамы мужа очень сильно лезут в семейную жизнь, и очень много семей рушатся именно из-за этих мам. Нет, что вы, Да? у нас все не так. То есть вам повезло, ребята, я хочу вам сказать. Нет, ну вот, Баби, если тебе вот, твоя мама скажет, ну вот ты знаешь, вот твоя жена вот делает вот это вот неправильно. Вот скажи ей, иначе я к вам в дом больше не приду. Вот скажи мне, ты послушаешь свою маму? Или ты скажешь, мама, пожалуйста, не лезь в мою жизнь, я сам разберусь со своей женой. Такая ситуация в нашей семье невозможна, так как моя жена и мама сразу нашли общий язык. Но в Греции действительно часто случаются размолвки между свекровью и невесткой. Греческие мамы часто активно участвуют в жизни своих сыновей. Им искренне кажется, что они помогают, но на самом деле нередко брак из-за этого только страдает. Я мать 2 сыновей, и я дала себе слово сохранить отличные отношения со своими невестками. Ведь счастье моих сыновей превыше всего. С ней мы познакомились в клубе для пенсионеров Копи. Такие располагаются в каждом районе Афин. И посещать их могут пенсионеры совершенно бесплатно. Вот она, греческая старость, танцы, крепкий кофе, вино и веселье с друзьями. Такие танцы и веселье проходят в клубе всего раз в месяц. А в другие дни пенсионеры здесь занимаются театральным искусством и гимнастикой, изучают иностранные языки и обучаются работе на компьютере. А также каждый из них может обратиться к 2 штатным врачам со своими проблемами. Счастливая ли старость в Афинах?
Сейчас и узнаем у этих задорных товарищей за игрой в нарды. Ну, у вас такая активная жизнь, то есть вы и танцуете, на гитаре играете, и в шахматы, и в нарды играете, и кофе пьете. Понимаете, у вас абсолютно нормальная социальная жизнь получается. Да, вся наша активная жизнь проходит в этом клубе. Нам тут некогда скучать. Мы часто собираемся с друзьями, играем в нарды и пьем кофе. Счастливая у вас пенсия в Греции? Так себе. А чего вам не хватает? Сначала здоровье, а потом денег. А какая пенсия в Греции? Пенсия зависит от того, кем и где ты работал. Но в среднем она 500-700 евро. Я всегда откладываю 10% со своей зарплаты на старость, ведь рассчитывать в Греции на пенсию – дело очень рисковое. Ну, вообще, вы тут, на самом деле, как в детском саду. У вас и театры, и доктор у вас, и общение, и игры, и экскурсии. Ну, это прекрасно. Честно говоря, таких вот клубов для пенсионеров, на самом деле, нигде в мире еще не видела. Одно дело собираются, а другое дело... Так что я проиграла? То есть, ну, подождите. Зато, знаешь, как я говорю, зато мне в любви везет, а в играх мне никогда не везет. Но пенсия в Греции не приговор трудовой деятельности. Вот Тиаре, например, удалось на старости лет заняться любимым делом. Я всю жизнь работала на химзаводе. Но свою мечту стать дизайнером интерьеров смогла осуществить только на пенсии благодаря своим детям. Но разве это не прекрасно, когда на старости лет жизнь только начинается? Если бы я родилась в Афинах, у меня была бы сиеста с 2 до 5, и я бы отдыхала. Хотя я и так отдыхаю. Я бы ела много вкусной еды и пила бы много кофе. Хотя на самом деле я так и делаю. Я бы громко и темпераментно разговаривала. Но ведь это и так все про меня. Получается, где бы я ни жила, я могу оставаться собой. В Греции очень много минусов и недостатков. Но, тем не менее, греки очень любят свою страну За ароматный кофе. За то, что тут моя семья. За великую историю. За вкусную кухню. За прекрасный народ. За чистый воздух. За то, что тут все есть. Давайте просто любить себя и свою жизнь. А я вам буду и дальше показывать жизнь других.